no gold is not enough. Нам необходимо определиться, как мы будем строить проект с помощью этого ребара, как мы это будем все собирать и где брать, собственно, библиотеки для дальнейшего использования. То есть сегодня такая практическая часть именно по ребару. Отлично, я уже установил себе ребар просто как в систему, то есть не из исходников именно. Так, ребар, собственно, позволяет работать с проектом. Примерно, если кто-то работал с Java, это Graal, либо, не Graal, Gradle, либо Maven. Также позволяет компилировать, собственно, подтягивать различные зависимости. В данном случае зависимости это библиотеки, например, по работе там, с базой данных, с различными файлами там, и так далее и тому подобное. Также это в конце курса мы познакомимся, как документацию делать автоматическую, Erlang Doc. По поводу, в прошлый раз кто-то меня спрашивал по поводу тестирования. Ребар полностью поддерживает юнит-тесты, умеет их запускать, делать по ним отчеты и все прочее. Также он умеет делать некоторые релизы, то есть выпускать ваше приложение, чтобы его можно было уже распространять. Но мы будем для этого использовать Relux, а в дальнейшем Mix. То есть сначала мы немножко поработаем на ребаре, потом перейдем на Mix. Для того, чтобы было привычнее, когда мы начнем с эликсиром работать. Также ребар умеет собирать ваше приложение и сразу, например, выдавать терминал со всеми подгруженными модулями и классами, которые вы реализовали. То есть не надо там, допустим, load делать, либо compile, как мы это делали в прошлый раз. Давайте попробуем создать новый проект. Для этого мы можем вызвать у ребара команду new app, сокращение тут new application, соответственно. И давайте, например, назовем его hello. Соответственно, что произошло? Он создал нам директорию hello. Давайте мы ее перейдем. И он нам даже вывел, что создает несколько файлов. Здесь создается некоторая структура application именно. То есть мы будем дописывать его, реализовав различные модули и все прочее. Но чуть позже мы познакомимся, что за файлы у нас лежат. Но если кратко, у нас есть директория src, соответственно, это все исходники, то есть именно RL файлы, либо файлы каких-то конфигураций. Также у нас есть файл, который мы сегодня рассмотрим, это rebar.config. Здесь будут указываться все зависимости, имя приложения, какие-то специальные настройки для запуска приложения. Также то, что мы в прошлый раз познакомились, gitignore. Здесь сразу находятся некоторые директории, которые не должны заливаться на GitHub, GitLab и так далее. Также есть файл с подготовленной лицензией. Если у кого-то была метрология либо что-то подобное, то вы знаете, что есть некоторые лицензии по распространению некоторого программного обеспечения, такие как Apache 2, это означает, что можно использовать везде. Есть лицензия GNU и все прочее и так далее. И также я вам рекомендовал посмотреть, что такое README, MD файлы. Здесь сразу есть заготовлена некоторая информация, то есть, например, название проекта, то есть OTP Application, надеюсь, вы помните, что это телеком-платформа, и, соответственно, как его скомпилировать. То есть, если вы это зальете, у вас это будет отображаться именно на первой же странице проекта. Давайте посмотрим, что за лицензия. Но здесь обычная Apache лицензия. Здесь, соответственно, написано, где вы можете использовать, как вы можете его распространять и так далее, и все прочее. Обычно компании подкладывают свой файл для того, чтобы соответствовать именно их лицензионному соглашению с клиентом или пользователем. В gitignore намного больше файлов, чем мы указывали изначально. Здесь указываются как временные директории для ребара, так и все исполняемые файлы, все объектные файлы. Мы научимся, кстати, работать с другими языками из Erlang, поэтому объектные файлы для нас весьма полезны. .idea, то есть то, что IntelliJ создает. EBIN, log, всякий краш и все прочее, и так далее и тому подобное. Все это здесь указано уже. Ну, если у вас какие-то есть пользовательские файлы, вам необходимо будет здесь, соответственно, это дописать, чтобы это в Git не уходило.
Давайте рассмотрим rebar config. Rebar config состоит из некоторых таплов. По поводу вопроса в Дискорде, rebar можно поставить как глобально на систему. Это, например, если использовать систему пакетов, такие как apt, yum, bref и все прочие. Вы, например, делаете apt install rebar 3, он у вас устанавливается на всю систему, и любой пользователь тогда имеет право им пользоваться. Также вы можете установить его лично для себя в какой-нибудь своей папке и, соответственно, его использовать. Но давайте к rebar конфигу перейдем. Во-первых, это таплы, так называемые. То есть мы с вами немножко их затрагивали. У вас тапл состоит из нескольких элементов. То есть вы можете сделать некоторое перечисление, и оно будет неизменяемо, если это в рамках использования в языке. Но здесь это всегда ключ и значение. То есть какие-то заготовленные опции для Erlang. То есть здесь, например, debug info. То есть мы можем задебажить наш код при необходимости. Deps – это, соответственно, dependencies, то есть некоторые зависимости. Здесь именно в виде массива, поэтому квадратные скобочки. И, соответственно, есть некоторая конфигурация для shell, где ключом является некоторый параметр нашего собираемого приложения. И, соответственно, у него есть некоторые значения. Например, для Erlang передается debug info, некоторый флаг, который позволяет задебажить функции и модули. Deps, соответственно, это dependencies, это некоторые зависимости, которые будут подключаться, то есть некоторые библиотеки, такие как там MySQL, не знаю, работа с Word и всем прочим. И также есть конфигурация для нашего shell, то есть именно то, через что мы работали в позапрошлый раз. Здесь комментарии, соответственно, делаются, как и в Erlang, через процент. Если мы вдруг не говорили об этом, то вот комментарий. И по поводу имени приложения, то есть просто передаем имя приложения, и у вас должен быть некоторый файл в SRC, который, соответственно, должен называться имя вашего приложения .app.src. Давайте посмотрим его содержимое. Здесь идет просто описание вашего приложения, также через таплы. То есть нужно привыкать к этому, что у вас будут некоторые ключи значения передаваться именно в виде такого вот типа данных, как тапл. Поэтому все больше пытаемся их использовать. То есть видим, что application, hello, и так как здесь tuple состоит из 3 элементов, то после hello у нас идет его описание. Массив и опять же таплы. То есть, например, description, и можем здесь, соответственно, написать свое описание приложения. Версия, какие-то зарегистрированные модули, то есть, когда вы запускаетесь, вы должны уже подтянуть вместе с собой еще и их. Дальше указывается модуль, который будет запущен по умолчанию, первым самым. Дальше, соответственно, приложение. Тут подразумевается именно дополнительные библиотеки. То есть ядро самого Erlang, стандартная библиотека. И если вы, например, будете подключать MySQL, то это будет также дополнительным application, просто указывать MySQL. Так, дальше идут environment, это некоторые переменные среды. То есть, когда мы изучаем, например, операционные системы, нам говорят, что есть, вот, допустим, переменная path, есть там LD library path и так далее и тому подобное. И мы можем эти переменные подменять. Это необходимо для того, чтобы подстраивать вашу среду исполнения под то, как вы хотите, по сути, ваше приложение, чтобы оно работало внутри. Дальше модули. Можем перечислить какие-то определенные модули, которые необходимо будет зарелизить и запустить. Лицензия Apache 2, это неинтересно. И link, это, по сути, линк на ваш проект, либо на документацию. По поводу файлов, которые эрланговские, здесь полностью структура идет для application. Это мы будем разбирать чуть позже, поэтому пока что не обращаем внимания на это. Давайте попробуем создать свой модуль, как мы это делали на первом самом занятии.
Например, давайте math arrow. Модуль math. Давайте экспорт. Сделаем, например, info. И сделаем функцию, которая ничего не принимает. И теперь можно попробовать это все дело скомпилировать. Rebar 3, compile. Видим, что у нас проходятся некоторые шаги компиляции, такие как проверка всех зависимостей, но у нас их нет, поэтому проверять нечего. Дальше анализируется наш исходный код, то есть на какие-то определенные ошибки, паттерны и все прочее. И дальше, соответственно, происходит компиляция. Давайте посмотрим, что у нас теперь имеется в папке. У нас появилась директория build. Там default, lib hello. И здесь мы, соответственно, видим по пути, то есть стандартно в библиотеку зашли, которая была скомпилирована. Ну, тут получается, каждое приложение – это некоторая библиотека, которую мы можем подключать дальше. Дальше имя нашего приложения. И в EBIN у нас, соответственно, есть полностью скомпилированный наш проект. То есть мы говорили, что Erlang работает поверх виртуальной машины, так называемый BIM. И вот все файлы представлены. То есть в них содержится некоторый байт-код, плюс есть файл, описывающий наше приложение. То есть он примерно тот же самый, что был app.src, но в src мы можем указывать переменные, какую-то работу с ними проводить, ну и все прочее. А здесь он уже финальный, и он пойдет дальше, например, в другие приложения встраиваться. Если мы попробуем запустить math.bin, мы видим, что это просто бинарный файл, но он содержит в себе байт-код, о котором мы будем, скорее всего, разговаривать именно на следующем занятии. Давайте попробуем все это дело запустим. Проще всего нам запускать через Rebar 3 shell. Он делает все то же самое, что при Rebar Compile, плюс запускает ваш shell. И здесь все ваши модули уже доступны. Например, math, info, и вот мы видим, что все у нас прекрасно запустилось и отработало. Отлично, то есть основные команды это rebar new app, имя вашего приложения, и, соответственно, rebar shell просто, который нам нужен на данный момент. Давайте посмотрим, как подключить зависимость. Так как это deps, в котором есть массив, мы можем перечислять некоторые таплы дополнительные, которые мы можем находить, например, на GitHub. Давайте, например, давайте прямо в Google Erlang, MySQL, Library. Нашли какую-то библиотеку, хотим ее, например, подключить. Ну, здесь краткое описание, что это MySQL, MariaDB, драйвер для Erlang. Здесь у нас есть даже пример какой-то. Есть вставка, что необходимо написать, чтобы подключить его через Rebar и чтобы подключить его через Mix. Я отсюда пока что только ссылку скопирую и по частям разберем, что у нас есть в данном тапле. Сначала идет название библиотеки, которую вы хотите выкачать. Зачем оно нужно? Когда Rebar обращается к GitHub, например, или какому-то другому источнику, где лежат библиотеки, он будет сверять, что имя вашего application, того, который мы хотим скачать, в их случае в apps, будет лежать MySQL. Оно будет равно тому, что мы хотим. Потому что в одной директории, точнее в одном репозитории может быть несколько библиотек, и они могут быть разделены в каких-то там поддиректориях, например. Нам нужен просто MySQL, поэтому так и указан MySQL. Дальше нам необходимо указать конкретную версию. Но если вы хотите самую последнюю, просто указывайте .звездочка. Дальше идет один еще тапл,
который позволяет либо выгружать библиотеки по ссылке, либо говорить, что мы будем работать с GitHub, предположим. Поэтому мы пишем следующую конструкцию. Git, запятая, вставляем ссылку на GitHub. Здесь может быть GitLab и все прочее. И по сути все. Мы можем на этом завершать конфигурирование rebar конфига и, например, приступать к выгрузке зависимости. Но, предположим, вам необходима какая-то определенная версия в плане из какой-то ветки определенной, либо из определенного тега. Ветки, соответственно, где их посмотреть. В самом верху репозитория есть мастер, либо main. Вы нажимаете на него, соответственно, видим всего две ветки. Хотя вот view all branches, да, всего две ветки. Мастер и GitHub Pages. Неинтересно. Поэтому есть так называемые теги. MySQL пошли по разделению на теги. То есть тут разные версии представлены в виде различных меток. Давайте мы хотим, например, версию 1.7.0. Для этого мы указываем следующее. Тег и говорим 1.7.0. Проверяем, что у нас все скобочки фигурные закрыты. Сохраняем, выходим. И теперь у нас есть команда rebar get deps. То есть забрать все зависимости. И мы видим, что он начал выгружать MySQL с определенной ссылки, определенную версию. Отлично. Теперь мы можем пойти посмотреть, что у нас имеется в build. Доходим до директории lib, и здесь мы видим, есть hello и есть MySQL. И по сути здесь просто склонированный весь репозиторий. Когда мы сейчас начнем собирать его, он, соответственно, тоже скомпилируется вместе с нашим проектом. Давайте мы это и сделаем. Rebar 3. Shell. Видим, что у нас MySQL компилировался несколько дольше, чем наше приложение, но он все-таки потяжелее. И теперь мы можем обращаться к его модулям, такие как MySQL, MySQL Connection, Encode, Cache и все прочее. Давайте мы просто посмотрим, какие есть в MySQL методы. То есть видим, что он может создавать запросы некоторые, остановка самого приложения. Давайте мы запросим его info, модуль info. Все отработало, все отлично. Нам указывается, что модуль равен MySQL. Соответственно, и экспортится определенное количество методов. Указана версия и указано, где скомпилированные файлы лежат. Также, где лежат исходники, даже есть. Отлично. То есть все мы подтянули, и теперь в нашем приложении мы можем, собственно, использовать MySQL. Либо какую-то другую библиотеку.